Я решила, что я хочу заниматься общественной деятельностью, потому что, когда я приехала в Америку, я почувствовала, как мне не хватало информации, несмотря на то, что я достаточно много знала об Америке. Я приезжала сюда 9 раз до того, как я эмигрировала. Но когда я как говорят, не путайте иммиграцию с туризмом. Вот когда я эмигрировала, я тогда поняла, что я практически ничего не знаю. И потребовалось очень много усилий, времени, чтобы узнать какие-то моменты, которые очень необходимы, если ты собираешься жить в этой стране. Ну и когда я уже более-менее встала на ноги, я поняла, что я хочу помочь людям закрывать вот эти пробелы в знаниях. Я хочу помогать людям получать ту информацию, которая поможет им легче адаптироваться к жизни здесь и построить свою американскую мечту такой, как они ее видят. Я работаю в управлении парков города Портленда. И мне очень нравится эта организация, потому что это та организация, которая доставляет людям столько радости, позволяет людям бывать на природе, общаться с природой, позволяет детям играть на игровых площадках, спортсменам заниматься на спортивных полях. В управлении парков Портленда где-то порядка 250 парков, плюс еще природные зоны, пешеходные дорожки, общественные центры. В общем, много всего для того, чтобы люди могли поддерживать себя в хорошем здравии, что немаловажно, особенно в условиях пандемии. И потому, когда появляется какое-то финансирование для нового парка или для какого-то усовершенствования, то сначала смотрят, где вот эти пробелы, где не соблюдена вот эта дистанция, где людям приходится ходить или ездить больше полумили, чтобы погулять в парке или поиграть в парке. Вот выбирают сначала это, потом следующий критерий. Смотрят, в каком из этих нескольких отобранных мест больше проживает молодых людей, людей малообеспеченных, иммигрантов в том числе. И вот учитывая вот эти все факторы, принимается решение, где будет строиться новый парк или где будут делаться значительные улучшения. Совсем недавно открылся после очень значительной реставрации ботанический сад Leach Botanical Garden. Прекрасное место, там совершенно уникальное есть сооружение, которого нет нигде в другом парке города. Есть такой пешеходный мостик, где вы гуляете на высоте там где-то примерно от 3 до 5 метров между деревьями. Захватывающее явление. Всем советую сходить обязательно в этот Leach Botanical Garden, ботанический сад Leach. Ну и вот еще скоро здесь будет строиться Park Lane. Парк совершенно новый, огромный, с большим количеством всяких аттракционов. И Mill Park, это 122-я Division. Вот, так что в нашем районе постепенно мы идем к достижению вот этой цели, чтобы каждый житель города в полумиле от своего дома имел парк. С началом пандемии, конечно, образ жизни и стиль жизни для многих людей довольно сильно поменялся, в том числе и для меня. Уже больше года я работаю из дома. Сначала был какой-то период привыкания, потому что просто какое-то смешение в голове в моей произошло, что я здесь работаю, я здесь и живу. Но потом я себе выработала просто режим. Вот в 5:30 заканчивается рабочий день, я выключаю компьютер, и я иду в парк и гуляю где-то примерно час. Вот без вот этой прогулки в парке я себя не чувствую человеком, а после прогулки я возвращаюсь, и получается home sweet home, и все, снова жизнь прекрасна.
прекрасно. Ну и потом я, конечно, оценила то, что не надо тратить 2 часа на дорогу. Это большое преимущество. Это вот то, что касается работы. Ну, конечно, устаешь сидеть за компьютером целый день, потому что на работе какие-то встречи, они проходят в конференц-комнате, вживую, а здесь вот ты целый день сидишь и в этот экран, уставившись, что-то делаешь или проводишь какие-то встречи. Да, с тех пор, как вакцина была разработана против коронавируса, очень это горячая тема и остается эта тема очень горячей, особенно в некоторых сообществах, где существует некое недоверие или, наоборот, даже неприятие прививки. Я прививку сделала, и это был мой личный выбор, мое решение, которое я сделала на основе нескольких соображений. Во-первых, я знаю из истории, что некоторые болезни, такие как холера, оспа, чума, удалось искоренить только благодаря тому, что изобрели вакцинацию. А до этого десятки тысяч людей вымирали во время эпидемии, и спасения практически не было никакого. То есть я знаю, что вакцины действительно работают, и история человечества это доказывает. Так что для меня вот это является достаточно весомым доказательством, что прививки действуют, и для меня это было важным моментом в принятии решений. Но я еще раз подчеркиваю, что это должно быть личное решение каждого. Взвесьте риски, взвесьте какие-то ценности для себя и примите решение, что вы хотите сделать. Да, вот сейчас уже пандемия идет на спад. Для этого ряд причин есть. Во-первых, что вакцинация идет полным ходом, ну и люди научились соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы не способствовать распространению заболеваемости. Будем надеяться, что эта тенденция продолжится, и мы постепенно начнем возвращаться к тому, что мы раньше называли нормальным образом жизни. Если честно, то я не горю желанием возвращаться на работу в офис, потому что это придется каждый день тратить 2 часа на дорогу. Вот это меня как-то напрягает. Не очень мне хочется возвращаться в офис. Если будет возможность продолжать работать из дома, я это буду с удовольствием делать. Но я надеюсь, что мы сможем больше общаться, встречаться с друзьями. Уже сейчас на открытом воздухе можно встречаться, особенно если люди все провакцинированы. Большинство моих друзей, приятелей уже провакцинированы, так что я чувствую достаточно комфортно в их кругу. Ну и я надеюсь, что вот со снятием всех вот этих ограничений, которые были наложены в связи с пандемией, у нас будет больше каких-то общественных мероприятий, что, может быть, мы славянский фестиваль снова проведем, потому что он, безусловно, пользуется огромным вниманием и интересом. И вот эти фестивали, другие какие-то мероприятия, чтобы и община могла почувствовать, так сказать, плечо друг друга. Ну и чтобы мы могли себя показать, чем мы богаты, своей культурой, своими знаниями, талантами, чтобы у нас было больше возможностей все это показать остальной части города. Я могу сказать, что моя мечта сбылась. Моя мечта быть как можно ближе к сыну, к его семье, к внукам. Вот эта моя мечта осуществилась благодаря тому, что я эмигрировала в Америку. Да, можно сказать, что моя мечта сбылась.